Путин в военной форме. Зачем приехал под Курск именно сейчас? Подготовка к эскалации или демонстрация силы? Москва подпишет соглашение о прекращении огня, но на своих условиях. Какие требования выдвинет Кремль? Трамп отправляет посланников в Россию. Договорятся ли США с Россией за спиной Киева? Зеленский ждет ответа от Путина. Что решит Кремль? Турция зовет всех за стол переговоров. Анкара предлагает площадку для соглашения. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Путин хочет, чтобы его армия в ближайшее время и в кратчайшие сроки взяла под свой контроль Курскую область. Такое заявление он сделал внезапно в военной форме и, как утверждается, в одном из пунктов управления армией в Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже нужно подумать. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены. И территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника. Видео появилось накануне поздно вечером. Когда именно и где конкретно оно было снято, не ясно. 13 марта Путин должен находиться в Кремле, где пройдет его встреча с Лукашенко. В то же время в соцсетях обсуждаются кадры приезда Путина под Курск. Встречал его Герасимов. Аналитики пишут об интересной особенности поведения Путина. Он давно пользуется тактикой ассоциироваться только с победой, но не с провалом. Именно поэтому он ни разу не был в Курске за последние 7 месяцев, не приезжал даже тогда, когда этого просили мирные жители, которые были эвакуированы из-под границы. Ведь тогда большая часть области была под контролем ВСУ. Сейчас же, когда РФ продвигается, а ВСУ отступают, Путин появился на фронте. Кстати, вот так выглядит ситуация в Курской области. Это карта мониторингового канала Deep State. На ней видно, как динамично меняется обстановка под Курском в пользу армии Путина. В Вашингтоне тем временем заявляют, если надо, могут давить на Россию. Такое заявление сделал Трамп, но надеется, что этого не придется делать. На вопрос, собирается ли он встречаться с Путиным, ответил так. Я не буду это комментировать, но вчера мы добились большого успеха. У нас полное прекращение огня. Когда оно вступит в силу, мы должны посмотреть. Теперь все зависит от России. Но, на самом деле, у нас хорошие отношения с обеими сторонами. Посмотрим. Мы узнаем. Прямо сейчас, пока мы говорим, наши люди едут в Россию. И, надеюсь, мы сможем добиться от России прекращения огня. И если мы это сделаем, я думаю, это на 80% остановит эту ужасную кровавую бойню. В Белом доме уже заявили, в Москву спецбортом прилетит посланник Трампа Стив Уитков. Тот самый, который уже прилетал в РФ в начале февраля этого года. Теперь его главная цель – призвать Кремль подписать соглашение о прекращении огня с Украиной. Визит состоится на этой неделе. Bloomberg пишет, что Путин, вероятно, согласится на прекращение огня, но предварительно захочет, чтобы были выполнены его условия. При этом переговоры будут затянуты. Одним из условий может стать требование прекращения поставок оружия в Украину. Помимо этого, ранее Москва требовала территориальных уступок, нейтрального статуса Украины и сокращения численности ВСУ. Трамп, кстати, признал, что с украинской делегацией в Саудовской Аравии поднимался вопрос о территориальных уступках. Признавался в этом и госсекретарь Марко Рубио, но без деталей. Сейчас мы все с нетерпением ждем реакции России и настоятельно призываем ее рассмотреть вопрос о прекращении всех военных действий, чтобы люди перестали умирать, чтобы пули перестали летать. И таким образом может начаться процесс установления постоянного мира. Я думаю, что первым шагом во всем этом является признание того, что у этого конфликта нет военного решения. Ни одна из сторон не может военным путем добиться своих максималистских выгод, своих максималистских целей. Ни одна из сторон не может достичь их военным путем.
Единственный способ положить конец этому конфликту – это переговоры. Зеленский тем временем заявил, что войска Украины продолжают выполнять свои задачи в Курской области, а россияне пытаются оказать максимальное давление на ВСУ. Он также заявил, что военное командование делает то, что должно. Далее цитата: «сохраняет жизни солдат». Конец цитаты. Вероятно, намекая на отвод войск. Рассказал Зеленский и о своих ожиданиях. Сегодня все зависит от того, захочет ли Россия прекратить огонь или продолжит убивать людей. Сегодня это полностью зависит от этой страны. Соединенные Штаты Америки продемонстрировали свои шаги и позицию. Украина продемонстрировала и обозначила свои позиции очень прямо, без каких-либо оговорок. И России придется ответить на это. Напомню, что в РФ заявили, ждут от США четких данных о том, как прошли переговоры между Украиной и Америкой. Накануне в Кремле не дали конкретного ответа, согласны ли к прекращению огня на 30 дней. А это то, на что уже согласилась Украина. Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам, знакомы с текстом совместного заявления, которое было принято в Джинне. Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джинне, госсекретарь Рубио и помощник национальной безопасности Волц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях. Президент Турции, который накануне встретился с премьером Польши, внезапно отправил сигнал Путину. Готов встречать его на своей земле. А еще Трампа и Зеленского, чтобы все они втроем при посредничестве Турции могли договориться о мире. При этом Эрдоган похвалил Зеленского за готовность прекратить огонь. Мы считаем позитивным и важным, что Украина согласилась на прекращение огня в ходе переговоров между США и Украиной. Теперь мы надеемся, что Россия конструктивно отреагирует на этот шаг. Позиция Турции в отношении этой войны была предельно ясной с самого первого дня. Мы хотим, чтобы больше не было кровопролития и чтобы оба наших соседа завершили войну справедливым миром. Если последние события заставят Россию и Украину вернуться за стол переговоров, мы готовы внести посильный вклад в установление справедливого и прочного мира, включая организацию переговоров. Напомню, в США заявили, что режим прекращения огня в Украине может быть установлен в течение нескольких дней, если РФ на него согласится. Как только утихнет оружие, в тишине и начнутся переговоры, заявлял Марко Рубио. Итак, что скажете, друзья, после всего услышанного? Когда, как вы считаете, состоятся переговоры и согласится ли Путин на 30-дневный режим тишины на море, суше и в воздухе? Больше новостей собраны в плейлист. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если хотите поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!